Всем привет, мои хорошие подписчики моего канала Лорочка Шьет. На сегодняшнем уроке я вам покажу, как я буду делать петелечки на моей спортивной кофточке. Карман мы на предыдущем уроке сделали, так что делайте карманчики, у вас получится. Он получился аккуратненький. Его делать несложно. Раньше методы были намного сложнее. Сейчас очень интересный метод и легкий. Вы можете попробовать и сделать. На сегодняшнем уроке я вам покажу, как я буду делать петелечку. 2 петелечки для шнура. Вот такого вот шнура. Вот такого вот шнура. И вот такую вот мы будем делать петелечку. Вот. Что я делаю? Мне нужно наметить правильно петелечку, чтобы у нас все было хорошо. Петельку мне нужно будет сделать, я обязана определить длину, где у меня будет длина моего, я хотела по-другому, но у меня, наверное, сейчас получится немножко вот по-другому это все. Так, все, я это делаю по прямой. Я хотела немножко сделать дугой, но так как я сейчас буду обрабатывать немножко по-другому петельку, я сделаю здесь по прямой. Что для меня сейчас необходимо? Мне нужно определить, какая ширина будет у меня вот этой вот подгиба. Подгиб у нас будет, сейчас я вам скажу, 3 сантиметра. Да, 3 сантиметра. Вот так вот я вывожу, и 3 сантиметра у нас будет подгиб. Как у нас карман, ширина ширина листочки 3 сантиметра, так и у меня будет это 3 сантиметра. И мне нужно разметить. Сейчас я наметила низ. Обязательно мы определяем низ. Мы определили этот низ. И что? Нам нужно разрешить, где у нас будет расстояние между петельками и середина петельки. Середина петельки у нас будет, значит, 1,5. И сантиметр от края у нас будут такая петелечка, потому что у нас будет немножко по-другому связано. И от середины у нас будет где-то 1,5 сантиметра. То есть между ними расстояние будет 3 сантиметра. Все это я намечаю, как они будут. И на изнанку так же само мы намечаем на изнанку. Обязательно на изнанку, потому что мы будем работать с изнанкой. Изнанка и лицо, все нам важно. Так, все я так разверну, и мне будет удобно вот так вот работать. Наметить вот здесь вот, и мы намечаем 1,5 в одну сторону, 1,5 в другую сторону. У нас будут такие вот петелечки. Обязательно. Так, и низ. Низ у нас вот здесь вот будет тоже на изнанке. Мы должны
линию низа отметить, чтобы мы видели, где у нас будет все эти важные петелечки. И ширина петелечки у нас будет тоже 1,5 сантиметра. Все мы будем по 1,5 сантиметра. Обязательно по 1,5 сантиметра, 1,5 снизу, 1,5 от середины, 1,5 петелечка будет, и ширина петелечки будет сантиметр, так же само. Сантиметр от краев и сантиметр вот в таком вот состоянии будут у нас петельки. Вот такие вот небольшие петелечки. Но я думаю, что петельки нам нужно сделать. Я думаю, что петельку нам нужно сделать пошире, на ширину, чтобы оно не раз... Значит, я сделаю петельку на ширину. Так лучше будет намного, потому что, чтобы ткань не тянула. Когда мы сделаем на ширину петелечку в длину, чтобы этот шнур не выворачивался, а красиво ложился. Вот в таком вот состоянии мы сделаем петелечку. Вот в таком вот, только от края мы будем отходить сантиметр. А дальше мы будем уже делать эту петелечку. Все, низ мы отметили. Низ мы отметили даже с изнанки, чтобы нам было удобно регулировать. И также само нам нужны кусочки на эту. И также само нам нужно кусочки для петелечек. Но мы можем общий взять кусочек, чтобы он был вот в таком вот состоянии. Так, и нам нужно его проклеить, вот этот вот, что у нас есть здесь намечено, нам нужно проклеить вот небольшой, потому что, чтобы оно не рвалось. Вот такой вот кусочек я проклеиваю. Здесь неважно, какая длина этого и ширина. Ширина 4, а длина 12. Вот так вот я наклеиваю вот сюда этот кусочек. Так же само я проклеиваю через ткань, через бумагу А4. Это проклею, чтобы у нас было не рвалось, потому что если мы не проклеим, у нас будут рваться по углам. Лучше проклеить. Вот, все. Я это проклеила. Меточки у нас видны. Нам ничего не нужно делать. И что я делаю? Я так же само возьму вот так вот. Нам нужно проклеить внизу. Я также намечаю этот кусочек, беру и прохожу лаком. Вот так вот вывожу и на серединку, вот так вот где-то примерно кусочек. Я не контролирую его, мне то все равно, какая там длина. Главное, чтобы он был посередине и были места, где мне можно будет работать хорошо. Я не зацикливаюсь на размере кусочка, что если он немножко больше, это будет очень, очень удобно. Так что вот это вот проклеиваем. Все.
Это у нас приклеилось. Это приклеилось. Вот эта вот часть, она приклеилась у нас. Вот эта вот обтачечка, что с той стороны, она приклеилась. Все хорошо. Так, теперь мы проверяем намеченное. Нас немножко видно, но я еще выведу, чтобы было четко видно. Вот сантиметр от края. Сейчас я еще раз проведу, где низ, потому что утюгом собралась. Вот сантиметр у меня от низа, от намеченного. Вот так вот отмечаем. И вот здесь вот возьмем, лучше перестрахуемся, найдем серединку. Лишний раз лучше вот так вот нашли серединку этого. И от серединки нам нужно распределить по 1,5 сантиметра. Эту нашу серединку мы отмечаем. Даже вот так вот. И 1,5 сантиметра в одну сторону, 1,5 сантиметра в другую сторону. Вот так вот у нас будет петелечка. Значит, петелька у нас будет на ширину нашего шнура. Вот так вот. Это будет 1,5 сантиметра. Опять же 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра так. И 1,5 сантиметра. В общем, квадратик нам нужно сделать. И у нас будет петелечка. 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра квадратик. И все это мы должны обстрочить. Так, еще раз проверили, правильно ли мы наметили уже сантиметром. Сантиметром проверяем. Еще раз. Если мы правильно все сделали, то у нас все хорошо. Лучше сложить пополам. Вот. Так вроде бы, когда я сложила пополам, все правильно. 1,5, 1,5. Полтора и 1,5. 1,5 и 1,5. Так, все. Это у нас правильно. Все вот так вот. И идем строчить. Все у нас здесь все намечено. И мы строчим. У нас все здесь приклеено. Все у нас ничего не двигается. Булавки нам не нужны. И мы строчим. Машинка передвижная. Обстрачиваю я эти квадратики, так как мы наметили. Аккуратненько везде сделаем закрепочки. Обязательно без закрепочек мы не работаем. Иголка у нас опущенная. И что я вам хочу сказать, что у вас ширина строчки должна быть помельче, чем обычно, потому что здесь маленькое расстояние, лучше сделать помельче строчечку. Тем более оно здесь будет конкретно, и можно по 2 раза даже пройти, чтобы как бы оно было качественно, не поролось. Вот советую вот эту вот рамочку прострочить 2 раза. Оно будет укреплять и по уголкам, и будет, потому что это шнурок, оно будет затягиваться, двигаться. Лучше сделать так. Дальше следующую мы прострачиваем.
квадратик. Желательно опускать иголочку, проверяем лапочку. Все. Иголочка должна быть полностью внизу. Если вы немножко ее поднимете, оно будет, если наполовину, она должна просто опуститься, чтобы она захватила там ниточку обязательно. Вот. И я прострочу 2 раза для нашего качества. И она будет у нас качественно. Не бойтесь, делайте, потому что это вы... Я надеюсь, что квадратики эти каждый сможет. Петельки делать на машинке сложнее, намного сложнее. Лучше делать так. Я так решила, что, во-первых, и я вам покажу, и мне нравится сделать такую, потому что здесь широкий шнур, такая петелька не пойдет. Что я делаю? Я снимаю этот, что приклеено было нам лаком, вот эту вот обтачечку, я ее разрезаю, чтобы можно было вывернуть нам нети. И так же само я вот такой вот крестик должна вырезать, что там до угла. Не бойтесь, вот так вот посерединке прокалываете, прорезаете и до угла, миллиметр не доходя, к каждому углу. И у вас все получится, мои хорошие. У вас все получится. Главное стараться. Вот так вот я вырезала. Вот такой вот у нас квадратик. Здесь так же само. Этот квадратик мы вот так вот, чтобы нам было, не боялись, вот в эту сторону, вот так вот и режем. До миллиметра, не доходя до уголка. Если вы будете меньше срезать, там будет ткань затягивать. А так, когда вы это все до миллиметра захватите уголочек, то у вас будет все прекрасно. Все. Вот такой вот квадратик у нас получился. Все очень красиво. Сейчас я проутюжу просто. И все это продлеваем. Дальше работу. Так, сейчас я возьму утюг. И вот так вот, видите, какие квадратики. Вот в таком состоянии, вот такие вот квадратики. И вот в таком состоянии у нас здесь мы сейчас проутюжим. Это все проутюжим. Все вот это вот даже можно закрепить. Вот видите, вот так вот наши квадратики готовы. Что я еще посоветую? Берете так же само, потому что нам нужно прострочить вот под тканью. Берете вот так вот лаком, проходите. Вы поправили и потом здесь лаком этим проходим, потому что нам нужно прострочить, а для того, чтобы прострочить, оно не шаталось в разные стороны. Я ищу, где моя... Ладно, я вот так вот прострочу. О, не прострочу, а проклею. Не хочу, чтобы к утюгу прилипало. Я вот так вот проглажу. Даже
даже этот. Вот так вот мы прогладили. Все, у нас эти квадратики. Сейчас еще с этой стороны проутюжим. И у нас прекрасные квадратики получились. Мы их так выравниваем. Так же само в разные стороны, потому что трикотаж можно в разные стороны вытягивать. И мы подутюживаем, и в разные стороны мы их направляем там, где нам нужно. Все, вот лаком мы закрепили. Смотрите, лаком мы закрепили. Лаком пристал. Вот, видите? Вот так вот. Мы лаком закрепили, и вот это вот у нас красивенько. Вот это вот мы можем обстрочить красиво. И будет наш шнур вот в таком вот состоянии. Будет выглядеть вот так вот у нас красиво обработано. Вот наши, мои хорошие, как сделать петелечку для широкого шнура. Очень будет удобно и завязать, и красиво. Вот такой вот результат. Вот наши петелечки для шнура внизу. Я сейчас подрежу, чтобы мне не мешало вот это вот все, что... И желательно мне надо подрезать по низу. Сейчас я намечу, где у меня здесь перегиб низа идет обязательно. И потом я прострочу, чтобы оно все закрепилось. Нам лишние здесь эти срезы не нужны. Вверху мы можем оставить. Вот так вот я аккуратненько срезала. Вот так вот я обрезала аккуратненько. Вот с этой стороны вот оно. Это лак, он еще я не проутюжила до конца. Видите, как заворачивается? И мне придется так же само работать с низом, потому что, чтобы не заворачивалось и прострочить, оно, во-первых, будет машинка брать, будет плотно и не будет пропускать строчку. Это очень важно. Вот такие вот у нас получились петелечки для нашего шнура. Какие прекрасные, замечательные петелечки. Видите, как красиво. Даже можно сделать петелечки, ну, в разных направлениях. Вот так вот, вот в таком состоянии. Я не буду сейчас прострачивать. Вокруг я потом прострочу. И на следующем видеоуроке я вам покажу, как обработать низ вот этой вот закрученной нашей. Видите, как оно закручивается. Мы покроили, и когда мы работаем, оно закручивается. Но нам нужно, чтобы оно не закручивалось. Мы будем работать с лаком. Очень интересный метод, потому что и практичный. То, что я для себя это как бы нашла этот метод, это я давно, по-моему, где-то кто-то мне показал, я не помню уже, но этот метод применяют. Вот видите, какие петелечки, вот здесь вот они аккуратно, красиво смотрятся с этим шнуром. Эти петелечки у нас будут аккуратные, качественные, и будет выглядеть действительно наше изделие очень качественным и необычным, мои хорошие. Так что все, мои хорошие, лак это просто помощь в трикотаже. Вот это вот то, что закручивается, лак нам помогает с этим справляться.
Попробуйте, мои хорошие, вы останетесь очень довольны этим методом. У вас будут получаться шикарные карманы, шикарные, потому что на трикотаже вот так вот сделать очень тяжело, если без, даже с клеевой, который прокладывается, вот этой вот клеевой на тканевой, вы никогда не получите вот такого вот результата, как с лаком. Так что я вам советую, пробуйте, мои хорошие. Это такой секрет, очень-очень, не каждый этим методом пользуется. Это мои многолетние навыки, так что и маленькие мои секреты, они очень-очень помогают в работе, в обработке наших изделий, мои хорошие. И ваши изделия будут уникальными, гламурными, неповторимыми. Так что, девочки, начинайте делать так, как я, будете уникальными, неповторимыми, и у вас будет качественная работа. Даже если вы не умеете это делать, если вы будете пробовать вот таким методом, у вас все получится, мои хорошие. Всем желаю творческих вдохновений, терпения и желания. Если у вас будет желание, вы сделаете. Если вы захотите выглядеть не такой в единице, и ну, не будет ни у кого такой вещи, как у вас, потому что вы сделаете это своими руками. Вот вы смотрите, как я делаю это, все эти вещи сама, и придумываю сама технологии, как вы видите, обработки придумываю сама, потому что делаю для удобства, и для вас будет же так же само, вы будете пользоваться моими знаниями и методами. Это очень важно. Не каждый человек, даже не все мастера знают, что лак так помогает в работе с трикотажем. Потому что с трикотажем очень тяжело работать, и на этот трикотаж нужна распашивалка, машинка. Но я вам покажу, как это маленькие, так же само, когда мы будем делать подгиб, так же само маленькие хитрости будем заменять распашивалку маленькими моими секретиками. Так что все, мои хорошие, я вам очень много чего рассказала сегодня. Желаю вам чтобы у вас было желание что-то себе сделать необычное, гламурное, в единичном экземпляре. И, конечно, это для вашей души и для вашего вдохновения это будет все хорошо. Все хорошие мои. Желаю вам мирного неба и творчества, и терпения, мои хорошие, и настроения. Все, мои хорошие, всем пока-пока. На следующем уроке мы будем делать дальше. Все, спасибо, пока-пока.